Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Приветствую вас на своем канале. Тема нашего расклада сегодня будет ли встреча с ним, будет ли свидание. Давайте, настраивайтесь, пожалуйста. Расклад, как всегда, будет общий. Конкретно вашу ситуацию я не знаю. Читаю карты я в общем, но каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Поэтому давайте настраивайтесь, думайте о своем мужчине, и мы посмотрим, будет ли встреча с ним. Будет ли встреча с ним. Ну, либо свидание, да, кто как назовет. Давайте посмотрим мужчину сейчас, что у него. О, ну у вас здесь, посмотрите, у вас здесь не просто мужчина, у вас здесь император целый. Очень такой мужчина, уверенный в себе. Вот посмотрите, здесь он, да, такой достаточно гордый мужчина. У кого-то здесь очень многого уже достиг, статусный также может и мужчина проигрываться. Да, у кого-то это вот такой серьезный ваш партнер, которого вы рассматриваете как будущего супруга, да, своего спутника, ну, то есть вашего прям вот судьбоносного мужчины. Но мужчина здесь очень гордый, очень уверенный в себе, вибрирует так высоко, знаете, думает, что вот он такой весь важный, прекрасный, всего может достичь, да, вот очень тут уверенный мужчина проигрывается. Да, я даже не ожидала, что все у нас сразу начнется с императором. Смотрите, как тут гордый, знаете, у кого вот, может быть, был какой-то конфликт, что-то еще вы ждете, что он проявится. Вот здесь его эго. То есть он вот сейчас думает, что он во всем прав, только его мнение важно. Ну, то есть такой вот, да, мужчина. Мужчина сейчас, ну, в умеренности мужчина сейчас. У кого-то, кто знает, что мужчина этим грешит, мужчина может быть в зависимостях сейчас различных, да, вот этим занят, увлечен. Также, может быть, взвешивает все за и против, либо в каком-то подвешенном состоянии находиться. Неопределенности, неуверенности, да, что-то такого. То есть, ну, и бездействует у вас сейчас мужчина. Мужчина сейчас бездействует, никаких ярких движений, никаких ярких проявлений нету с его стороны. Ну, поэтому, наверное, мы и смотрим, да, этот расклад. О, смотрите, ну он вас не забыл. Давайте сразу начнем. То есть в мужчине страсти кипят, мужчину вы влечете, девятка жезлов здесь выходит, и действовать он должен. Ну вот карты нам говорят об этом, что ну просто должен действовать, потому что мужчина страстный. Но тут эго, конечно. Да, должен вас, его к вам влечет очень сильно. Ну, он вот здесь вот депрессует, думает, я не знаю, что там случилось. Что у вас там случилось такое, что... Почему он вот в таком состоянии, да, ничего не буду, не хочу, буду сидеть и ждать у моря хорошей погоды. Ну, вот видите, здесь вы себя повели, вы показали свою ценность, скорее всего, или показываете свою ценность, да, себя достаточно высоко ставите, а здесь, посмотрите, вы королева Пентаклей, а он император. То есть каждый знает себе цену. Каждый ставит себя высоко, и никто не хочет уступать, прогибаться как-то или подстраиваться. Вот здесь такая сейчас ситуация. Он это понимает, что вы здесь ценная мужчина, ой, ценная женщина, извините, да. Он любит вас, он любит. Здесь вот у кого-то, кто сейчас на паузе, да, ждет мужчину, то здесь чувства у вас горят еще, между вами есть любовная связь, есть любовь. Мужчина, ну, любит вас, мужчина любит вас, хочет вас, любит вас, чувства такие у него. А если кто-то смотрит на нового мужчину, то вы здесь мужчину зацепили. То есть вы произвели на него впечатление, вы показались ему той женщиной, которую он может полюбить. То есть вы заинтересовали его очень сильно.
такой яркой, красивой женщиной он вас видит, привлекательной, знающей себе цену, не какой-то там, да, готовый на все, та, которая четко знает, что хочет, будет действовать, как она вот, считает нужным и ждет такого же отношения от мужчины. А у него здесь, не забываем, очень сильное эго, он о себе большого мнения. Ну, вы его любимая женщина здесь. Либо женщина, в которую он влюбился, если это новый мужчина. Вы его любимая женщина, вы для него важная женщина. Да, здесь у меня, знаете, кто-то из девушек мне написал в комментариях, что ценных женщин не бросают. Вы знаете, я вам хочу сказать по моему опыту работы, да, с женщинами, с мужчинами, смотрим на разные ситуации. Так категорично судить, вот я бы не стала, разные бывают ситуации. Действительно, нас сейчас учат психологи, что ценных не бросают, ценных не заставляют ждать, не заставляют страдать, но все больше, опять же, да, если послушать тех же психологов, можно углубиться в то, что травмы, неуверенность, какие-то идущие из детства травмы, есть очень у многих, да, поэтому тут решать вот так категорично для себя. Каждый знает свою ситуацию лучше, каждый чувствует своего мужчину лучше, поэтому вот это вот все, знаете, вот слушать, ну, и считать, что именно так, если вам это проигрывается для вас, если вы считаете, что это так, то я с вами соглашусь, но ситуации, повторюсь, бывают разные, поэтому связи бывают абсолютно разные, отношения абсолютно разные, да, и опыт, который проживается в этих отношениях тоже. Вы очень ценная для него женщина, женщина, в которую он понимает, что нужно вкладываться. У многих здесь, несмотря на раздутое такое вот большое эго, на такую самоуверенность, да, мужчины, такого уверенного, который вот ждет, что перед ним будут какие-то действия, да, женщина как-то будет его добиваться. Вот здесь так достану, чтобы было видно, да, его энергии и ваши. Здесь у многих здесь мужчина понимает, что не дотягивает до вас. Такое тоже может быть. То есть эго огромнейшее, самоуверенность, но при этом ну, не достиг он тех высот, может быть, которые понимает, что нужны вам, думает, что не может дать вам тот уровень жизни, который вы ждете, либо привыкли к которому, да, ну, как бы не дотягивает. Вот здесь может быть такое, что из-за этого все у него, из-за финансовых вопросов. Может быть также, здесь знаете, какая ситуация, что кто-то ждал какой-то помощи, поддержки от мужчины, может быть, финансовой какой-то помощи, да, поддержки. Вот именно тогда, когда вам было нужно, мужчина этого вам дать не смог. Понимаете, вот не смог, не захотел, я не знаю, что там, у каждого там своя ситуация была. И, ну, теперь он, как бы, понимаете, да, с его таким вот, он весь прекраснейший, великолепнейший император, да, а вот приходится тут думать, да, что он тут может из того, что наобещал, реально сделать, из того, что вот обещал дать, что реально может дать, и остается ему только мечтать о вас, о том, как вот и что, как с вами увидеться, как встретиться. Да, и как продолжать, смотрите, как продолжать отношения. Это касается вот многих, да, если это мужчина. Сейчас вы на паузе или как-то, да, разрыв был, то здесь вот он как бы продолжить вот это вот все, вот ваши отношения и не потерять их. Ну и также, как заработать деньги. Это может не получаться в том количестве, в котором это он хочет, в котором он думает, что нужно. Да? Так, значит, ну давайте, как он будет проявляться? Давайте уж, раз большой у нас длинный расклад, посмотрим. Как он будет? Ну, он напишет, скорее всего. Он позвонит, напишет, и думаю, что напишет, как-то выйдет на стать. Может быть, поставит какой-то лайк в каких-то соцсетях, где есть общение. Попытается, знаете, как это вот, не затрагивая никаких болезненных тем, да, то есть вот, ну, вот как будто ха-ха-ха.
Я тут ни при чем. Вот я вот смотрел, увидел твою прекраснейшую фотографию. Да, вы действительно многие сейчас можете публиковать очень красивые фотографии, демонстрируя свою независимость, показывая, что у вас новый этап в жизни, что вообще вы там не страдаете, не переживаете ни о чем, да, ничего не ждете, вы живете свою прекрасную жизнь, да, вы такой вот уверены в себе. И вообще ни о чем не думаете таком. Вот такой посыл я вам советую иметь на всех ваших фотографиях, если вы там что-то публикуете, какие-то посты делаете, да, ну, либо какое-то общение, да. То есть у вас вот, если это новые знакомые, вы вот такая вся открытая, легкая, готовая рассмотреть разные возможности, да, разные варианты. Такая вот женщина легкая в общении, общительная, да, которая не смотрит там назад, не программирует вперед. Вот такое впечатление, ну, вот советуют вам производить здесь в общении, в переписке и так далее. Значит, может поставить он лайк нам в соцсетях. У кого-то здесь он действительно может просто неожиданно приехать, объявиться. Вы здесь действительно можете быть очень разными людьми, то есть быть разных национальностей, разных религий, разных, ну, вообще жить в разных странах, в разных городах, на разных континентах. Кто-то, да, ой, извиняюсь, затеваю лампу все время здесь, но при этом связь между вами не разорвана. Вот напишите, кстати, пожалуйста, мне в комментариях, вот вы как чувствуете, ваша связь разорвана сейчас? Нет? То есть, ну, всегда женщины все-таки мы чувствуем это, да? Пожалуйста, вот напишите, ваши, кто чувствует, кто не чувствует, ну, вот кто из вас вот обладает вот этой вот, да, интуицией, вот этим вот чувствованием, как вы чувствуете связь с мужчиной, чувствуете, как она ощущается между вами, перевернулась. А здесь вы посмотрите, ну здесь он, вы знаете, захочет как-то показать себя по-новому. Ну, то есть показать себя с другой стороны. Он выйдет на связь как-то, да, проявит себя как-то, чтобы показать себя с другой стороны. Может быть, он опубликует что-то, чтобы привлечь ваше внимание, какое-то фото, какой-то пост сделать, что-то напишет такое, чтобы привлекло ваше внимание и показало, что он, вот он другой, он изменился. Вообще другой, да, то есть, может быть, он стал серьезнее, он захочет показать, может быть, стал, я не знаю, там, более статусным, может быть, что он там чего-то достиг, может быть, где-то он путешествует, такое тоже может быть, да, где он там был, что-то такое. Такое тоже может быть. Ну-ка, еще я хочу посмотреть. Да, у кого-то здесь может быть какая-то, ну, поездка, но он выйдет на связь обязательно. То есть, ну, скорее всего, будет какое-то что-то написано, что-то сказано. Он следит за вами в соцсетях, в этом не сомневайтесь. Если это новые знакомые, уже делились какими-то контактами, то он ищет информацию о вас. Сейчас я знаю, что многие мужчины сразу начинают смотреть, да, пробивать там и так далее, искать информацию, как-то следить, просматривать все, поэтому аккуратнее с вашими, да, всеми, ну, средствами коммуникации, смотрите, что у вас, где у вас, чтобы произвести то впечатление, которое вы хотите. Так, значит, проявится он у нас. Как вам вот действовать, когда он проявится как-либо, да, как вам действовать? Давайте посмотрим. Ну, знаете, что здесь? Здесь можно вступить в какую-то дискуссию, в общение с ним. При этом, ну, не так, что, ой, я так счастлива, рада, ты тут объявился, появился, да, и вообще я так тебя ждала, вот прости за все, готова на все. Нет. Здесь такого вот с вашей стороны вам не советуют делать. Если вы хотите, считаете, что это для вас лучший вариант, то здесь, конечно, никак вас никто отговаривать не будет. Но здесь на равных нужно пообщаться. На равных пообщаться, потому что отношения у вас, ну, вы любили друг друга, либо вы нравитесь друг другу, если это новый знакомый какой-то, да. Здесь, ну, вот здесь показывают, что связь, она есть. То есть ни вы, ни он не забыли друг друга.
И общение действительно, ну, может дать какой-то результат. По крайней мере, вы можете что-то обсудить, но не советуют обсуждать очень болезненные какие-то, да, вопросы, которые были между вами. Вы должны показать, что у вас все хорошо, да, вот вы уверенная, прекрасная, живете свою лучшую жизнь, и вообще посмотреть, как вам вот то, что он сделает, как он вот выйдет на связь, как он сконтактирует с вами, позвонит вам, да, как оно для вас будет. Будет вам это комфортно, не будет вам это комфортно, приятно, неприятно, да. Ну, я понимаю, что вы действительно это будете все оценивать, но читаю то, что говорят нам. Как вам быть? Ну, пообщаться, но не ждать, что он вам скажет, ой, ну, конечно, у кого-то может такое быть, да, что вот я все, я люблю только тебя, хочу быть только с тобой. Ну, скорее всего, когда он начнет выходить на связь, какие-то о себе напоминания давать, такого не будет. Но даст о себе знать, и опять же нам говорят, что он и сейчас смотрит, даже если показывают, что он не смотрит вас, да, вы не видите каких-то действий и так далее. Каким-то образом он все-таки за вами следит, смотрит, все просматривает, вы очень его привлекаете. Вы не перестали его как-то привлекать, притягивать к себе. Очень привлекательная, яркая женщина. Между вами очень сильное тут притяжение было, есть, остается. Да, то есть вас очень сильно влечет к друг другу. Очень сильно влечет друг к другу. Здесь действительно, ну, как бы вы с собой ничего поделать не можете. Вы ждете того, что он выйдет на связь. Вы действительно этого хотите. Да, и, ну, давайте посмотрим. Значит, общение у нас завяжется с ним, как нам говорят, должен как-то проявиться мужчина. Давайте посмотрим, будет ли встреча. Вот действительно, доведет ли это общение до какой-то встречи, для свидания. Хух. Посмотрите, здесь колесо. Колесо фортуны, колесо сансары. У вас действительно будет какое-то развитие, здесь говорят. А у кого-то здесь повторится та же история, которую вы уже проживали. То есть опять вы встретитесь. Это, скорее всего, ну, у кого тут такие отношения кармические, у кого сильная привязка очень, да, много таких случаев очень. То здесь будет, ну, как повторение. Вы опять зайдете в отношения и начнете все заново здесь. То есть вот реально будет, вы этого хотите. Может быть, не так, чтобы не было такой вот финала такого, да, но вы этого хотите. Приедет. Ну, вы знаете, не ждите, что это будет встреча прям завтра у вас. Здесь вы как будто, знаете, какое-то расстояние все-таки сохраняется между вами. То есть и связь есть, вот видите, ниточка здесь. Но вы здесь прекрасная звезда, вы для него прекрасна, вы восхитительны, вы его привлекаете. Да, но здесь какая-то дистанция все-таки имеется. Будет ли встреча? У кого-то здесь может быть, что у вас есть какой-то другой партнер, которому вот тот мужчина, на которого вы сейчас смотрите, да, он про него знает, он к нему очень ревнует. Ну, не знаю, может быть, ваш бывший, там, ну, всякие ситуации бывают, да, теперешний. То есть здесь такое может быть. То есть из-за этого тут он не ярко себя так проявляет. Тот мужчина, вот на которого мы смотрим, будет ли с ним встреча, свидание. Именно поэтому. И ну-ка посмотрим дальше. Да, из-за того, что будет он, знаете, как не уверен. Согласитесь вы, может ли он вам предложить такое? Вообще среагируете вы на него, потому что он сам не понимает, вот где он, как он и какая роль, может быть, будет вот в вашей жизни у него в этот момент. Да, то есть мужчина, вот видите, находится буквально между небом и землей. То есть у него он вроде и сидит как-то, да, на какой-то земле, при этом у него ноги где-то в небе. То есть вот он, пока что у него вот не сложилась вся картинка. Пока что не сложил, пока что вот думает, обдумывает. Ну и опять же не забываем про то, какой у нас уверенный в себе мужчина, да, какой он гордый, какой он вообще у вас там яркий. Ну, а вы переживаете, ждете, вам бы хотелось его увидеть, очень даже хотелось бы его увидеть. У многих здесь был какой-то непростой период,
Да, в жизни непростой период с этим мужчиной, непростой опыт с этим мужчиной. Ну и хочется, естественно, яркого, доброго, теплого, потому что чувства у вас тут действительно есть. О, ну посмотрите, у вас здесь, да, как все. Вы здесь даже где-то, может быть, проявите холодность. И проявляете ее, либо проявили холодность к этому мужчине, и он теперь думает, что вот он со всеми своими чувствами вот здесь, да, он вот выйдет на связь, а не будет ли так, что вы его отвергнете? Что вы его отвергнете, скажете, я вообще ничего не хочу, не буду, и вообще, как бы, я все помню. Вот это, да. Вот это его останавливает, но здесь он, вы знаете, как бы колебания у него есть. Да, нет, сделать, не сделать. Но все-таки он сделает. Я думаю, что встреча у вас будет планироваться. Ну, то есть он ее хочет, этой встречи. Дальше уже будет зависеть от вас. Пойдете ли вы на контакт, встретитесь ли вы с ним, захотите ли вы с ним встретиться. Ну, давайте посмотрим. Большая вероятность чего? Будет ли встреча с этим мужчиной? Да, будет. Встреча, ну, скорее всего, состоится. Свидание будет с этим мужчиной. Ой, посмотрите, хорошо пройдет свидание у вас, хорошо, где-то встретитесь, понравится, почувствуете опять все, будете, вот посмотрите, вот прям будете счастливы, будете притягательны, свидание будет ярким, ярким, огненным, таким вот, ну вот понравится оно вам, понимаете, понравится. Ой, будет. Но здесь, вы знаете, не забывайте о том, что вы здесь, в данной ситуации, вы здесь выбираете, вы здесь определяете, вы здесь решаете, как и что. Вы, ну вот он не может вас забыть, потому что и вообще никак вот от вас, да, вот эту связь, вот она не проходит. Почему? Вы здесь, ну вот он не знает, что с ним происходит, когда он с вами. Он полностью в вашей власти. Вы его вот когда даже не контролируете, как это сказать. Ну, то есть он вот с вами, он вот как маленький такой, вот видите, ягненочек, а вы здесь такая вот ведущая, такая вот женщина, яркая, сильная, страстная, уверенная в себе. То есть и он, вот знаете, как-то даже иногда теряется, при всем, что он у нас в императорах, да, при этом. Но вы здесь его влечете так, что он вот, вы знаете, чувствует себя вот таким вот мальчишкой даже, да, каким-то вообще неопытным. И он будет в этот момент вот именно таким. То есть вот здесь вот во время вашей встречи вы можете повернуть вообще ситуацию по-разному. Поэтому думайте, как вам надо. Да. Здесь вот будет зависеть от того, чего вы захотите конкретно. Захотите отношений, будут отношения. Захотите, я не знаю, сразу же реализовать все ваши там какие-то тайные, да, мысли, мечтания, все случится, понравится, будет. Все вот будет так, как захотите вы. Здесь будете вот в этой ситуации решать вы. Решать вы, но имейте в виду, что да, полностью открываться, доверять мужчине не нужно. Вот при этом, да, встречи, свидания, будьте начеку. Да, будет, может быть, рассказывать, красиво так, знаете, петь, рассказывать, показывать, ну, не все из этого, да, вот не всему можно верить и доверять. Имейте в виду. Потому что уже был опыт, да, была какая-то неуверенность, рушилось все. Поэтому, ну, имейте в виду, чтобы не зайти опять в такие же повторные отношения с таким же итогом. У кого-то здесь действительно может быть кармическая петля, да, когда, ну, вот вы опять возвращаетесь в отношения, и опять такой же, да, финал. Опять встречаетесь, то есть вас постоянно сводят опять. Вы опять встретились, ничего с друг другом поделать не можете, и он, и вы, но опять что-то не складывается. Вот здесь вот говорят, что, ну, возможно повторение таких событий, да, как вот уже было, как то, что вот вы уже переживали между вами,
чувства здесь и у вас, и у него. Никто не может забыть, да, друг друга. Но вот смотрите, чтобы вот опять не пойти по той же схеме. Понимаете? Потому что это проще всего, да, сразу же опять сойтись, опять все то же самое, все в тех же ролях, все то же самое по тому же сценарию. Вот здесь нужно думать, что вам изменить, если уже у вас есть опыт, есть что вспомнить, да, как вам двигаться вперед, как вот этот, ведь для чего-то вас сводят, вы понимаете? Вот те, кто вот уже не первый раз заходит в отношения с этим мужчиной, либо, может быть, не с этим мужчиной, но у вас может быть несколько, да, вот таких вот любовных опытов, отношений, которые идут по тому же сценарию. То есть, да, ну, все прекрасно, там встречать, ну, каждый знает свою ситуацию, но всегда вот что-то одно. Либо, может быть, мужчина с какими-то определенными качествами вам встречается, какого-то типажа, да, с какими-то одними и теми же травмами, либо, может быть, какой-то у вас там, ну, что-то происходит во время отношений, либо, может быть, каждый раз идет одно и то же завершение, один и тот же конец. Вот здесь вот вам сейчас будет даваться шанс зайти в отношения и как-то по-другому все именно построить. Вот это нужно будет вот вам как-то этим заняться. То есть вы должны четко проанализировать, как в этот раз вам строить отношения, чтобы был другой финал, чтобы был счастливый финал, чтобы именно вот эта любовь, а мужчина здесь влюбленный, здесь у кого это новый партнер, он действительно вас полюбит, он может вам дать эту любовь, он может вам дать эти чувства, которые вы хотите, внимание, чувства, романтику. Здесь все это возможно. И счастливый конец здесь возможен, посмотрите. Да, то есть здесь действительно будет какой-то переход на новый уровень, именно вот, может быть, вот этот опыт, который вы должны были пережить, да, вот эти вот, ну, вот повторяющиеся ситуации, повторяющиеся сценарии, вы действительно в этот раз сможете все сделать по-другому. Все сможете сделать по-другому, потому что у многих здесь, вы знаете, вы внутренне изменились. То есть и понимаете, что то, как уже было, вам уже, ну, вас уже не устраивает, вы не хотите так. Тот опыт вы уже, ну, пережили, вы уже его усвоили, этот опыт. Все. Теперь вы хотите по-другому. И здесь, посмотрите, у нас прям лестница в счастливое будущее, в новое, в счастье, в какой-то новый этап, да, в новые вибрации идет. Поэтому здесь это возможно. Посмотрите, какая карта, прям просто великолепная. Давайте, знаете что, встреча будет, итог, вот я вам как смогла прочитала здесь вот эти вот энергии, которые сейчас идут, да, канал, который открылся. Давайте посмотрим совет вам. Совет вам вот в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, какой вам дадут совет. Хотя советов уже было много, спасибо огромное, да, за советы. Но давайте посмотрим, какой совет конкретно для вас в вашей ситуации дадут. Ух, посмотрите, не работу над собой продолжайте. Продолжайте работу над собой, продолжайте вот то, чем... Вот вы глубокая женщина здесь. Вы глубокая женщина, которая пытается понять суть, да, всего. У многих здесь отношения кармические, вы действительно их должны прожить, пережить. Очень сильная привязанность. У кого-то это новый кармический партнер придет, мужчина вот такой, ну... Поймете вы все. Вы знаете, будет такая привязка, такое ну, вот, притяжение, что, ну вот посмотрите, тут видно, да, то есть никто, ни он, ни вы друг без друга не сможете и не можете, да, сейчас, то есть очень сильные, очень действительно такие отношения непростые, действительно послано все свыше, поэтому... Ну и постарайтесь, понимаете, сохранить в этот раз и, ну, вот, чтобы не разбить сердце ни себе, ни ему, да, чтобы опять не погрязнуть вам в тех же каких-то проблемах, выяснениях, чтобы все было по-честному, так, как вы хотите, да. Ну и давайте достанем, смотрю, ну, кого, да. Да, понимаете, чтобы вот не повторилась та же ситуация.
Поэтому продолжайте работу над собой. У многих здесь продолжайте работу, как только произойдет опять вот эта встреча, воссоединение, работа над отношениями, да, чтобы вот дойти до другого какого-то развития. Посмотрите, чтобы действительно строить вместе планы, взращивать вот это вот ваши отношения, да, их как-то развивать, чтобы уже пустить корни, чтобы отношения дали свои плоды, да, то есть чтобы это привело именно к тем результатам, которых вы хотите, которых вы ждете, которых вы полностью достойны. И ну, это возможно, говорят нам, это возможно, все у вас получится, в этот раз может получиться. Ну вот, все, рассказала я вам, да, все советы, всю информацию постаралась дать, все, поэтому... Давайте вот эту карту я сюда положу. Я вам огромного желаю счастья, большой любви, чтобы вот произошла та встреча, которую вы ждете, чтобы все у вас было хорошо. Жду ваших комментариев. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Кто не подписан, подписался. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.